Давай. Добрый выход. Это все, но не распустили мою таймер. Все, это лучше сели, давай закончим. Давай закончим. Всем привет, друзья! С вами Олег. Мы вас приветствуем снова на нашем канале Table Tennis for You. Наконец-то мы делаем новый тест основания. Сегодня мы рассматриваем деревянный Butterfly Дмитрия Овчаров Inner Force ALC. Это новинка 2021 года от фирмы BAT. Среди нападающих оснований все очень ждали. Эту деревянку вышла она в июле месяце. В Украине она появилась позже, уже где-то в конце августа. Классная деревяха, и сегодня мы хотим ее протестировать с накладками Butterfly DX 09C и Tenor 05 слева у нас будет стоять, все в максимальных толщинах. Поможет с этим вопросом нам сегодня Вакулин Артем, игрок моего уровня игры. Мы продемонстрируем ее во всех игровых элементах, также покажем в игре ее на счет, расскажем, кому подойдет, для чего, также о плюсах и минусах. Поехали! Перед тем, как перейти к разбору этой основания, хочу сказать, что планировали мы закончить обзор еще в августе месяце 2021 года, но не получилось. Когда-нибудь мы будем делать обзоры вовремя, но не сегодня. В любом случае мы будем стараться в дальнейшем выкладывать все вовремя, так как очень много любителей и профессионалов хотят знать на момент выхода основания, что оно из себя представляет, и примерно понимать, стоит им пробовать его или нет. Компания Butterfly не перестает радовать всех любителей и профессионалов настольного тенниса и уже 21 июня 2021 года выпускает новинку среди нападающих оснований с Arilat карбоном. Основание Butterfly Дмитрия Овчаров Inner Force ALC. В Украине оно появилось примерно в августе месяце 2021, также в странах СНГ это было с задержкой, но новинка доехала до нас, и это уже приятно. Деревяха Овчаров ALC является 12-й выпускаемой доской от компании Butterfly с Arilat карбоном. Также хочу обратить ваше внимание на то, что показатели реакции, вибрации доски, скорости и толщины основания отличаются от семейства оснований, в которых применена технология Inner Fiber. Причем отличие не минимальное, это можно понять как по самой таблице представленной компанией, так и поиграв этим основанием, вы реально почувствуете разницу и в скорости, и в контроле, и в вибрации, и в других характеристиках. Интерес к этой деревяхе у меня появился еще задолго до ее премьеры в июне месяце, потому что представители Butterfly ярко ее рекламировали в соцсетях. И, конечно же, захотелось попробовать поиграть в ней и узнать, что она реально представляет в игре. И в моменте, когда мы получили ее в нашем магазине, по-моему, в конце августа 2021 года, я первым же делом открывал посылку и понабивал этой деревяхой. Без накладок. Могу сказать, что основание, первое впечатление показалось довольно быстрым. Но позже я рассмотрел такие качества, как неплохая задержка. Это было видно даже без накладок. Основание, несмотря на скорость, заявленную off,
конечно же, мощная, но контроль сразу видно присутствует. Также бросилось в глаза то, что основание идет с увеличенной лопастью. Вместо привычных 157 на 150 получается 158 на 152. Само основание толще, то есть идет уже 6,2 мм по толщине. Это на самом деле редкость в Butterfly. Сама ручка удивила тем, что она гораздо толще, гораздо шире, нежели стандартные ручки, я имею в виду FL ручки от компании Butterfly. Здесь она прям понравилась и выделяется в этом основании. Понравился также дизайн, реально компания заморочилась. Понятно, что это не в первый раз мы там видим новые узоры, новые раскраски оснований от Бата, но реально дизайн классный, стильный, современный, поэтому это тоже порадовало однозначно. Когда я первый раз попробовал это основание за столом, мои впечатления были неоднозначные, так как я играю другим основанием от Butterfly, это Apollonia ZLC, которая более контрольная. Во-вторых, это другой вид карбона, это другое чувство мяча, это другие игровые свойства. Я поиграл с накладками в Xiaomi Vega Pro, понакатывал, повращал, поиграли мы перекрут чуть по заданиям, и могу сказать, что основание даже с этими накладками, хотя накладки не сильно быстрые, летело довольно плотно, мощно. То есть я к такому не совсем привык. У меня более контрольный вариант даже с Tenergy. На тот момент Tenergy 19 справа и Dignics 05 слева. У меня летело не так быстро. Но к этому быстро привыкаешь, и мне понравилось, что не надо так сильно вкладываться, как в моей доске. Летит плотно, летит бодро, но при этом контроль присутствует, то есть не тяжело направить в нужную точку стола. Это все делается прекрасно, и реально пуляет оно здорово. Человек, который приобрел это основание, мне говорил, что изначально у него там некоторые мячи вылетали, не успевал он обработать мяч, не успевал где-то закрыть угол ракетки, но потом я увидел, что он действительно к нему привык и много плюсов нашел в своей игре, так как когда мы играли с ним, он больше ошибался там на перекруте, на какой-то контр-игре, на каком-то удержании, а здесь он начал попадать в эти мячи, и я просто не ждал, что человек так может добавлять с помощью этого основания. То есть вроде бы уже проигранное очко, человек достает его, плюс перекручивает мощно, перекручивает в неудобную точку для тебя стола, и это реально неожиданно, что есть даже на такой быстрой скорости такой контроль. И вот именно это то, что я хочу вам донести, что это именно тот контроль на высокой скорости, которого не хватает в других основаниях Butterfly. Позже я уже пробовал это основание с накладкой Dignics 09C справа и Tenergy 05 слева. И теперь я понимаю, почему сам Дмитрий Овчаров выбрал комплект из двух 09C. Во-первых, конечно же, слева у него позволяет техника это делать, такой гибридной накладкой справа. Это безусловный плюс, потому что накладка и контрольная, и цепкая, и придает максимум вращения, и если надо полетит, если не надо в короткой игре сыграет более надежно, то, что не хватает многим любителям и профессионалам. И вообще сочетание резины Dignics 09C плюс Butterfly Овчарова LC это что-то иное, потому что как будто вот накладка сделана именно для этого основания. Дуга полета интересная, вращение сильное, можно направить в любую точку стола. Причем это не только с первого хода, а уже играя от приема, играть перекрутом, скруткой, сбросом. То есть все комфортно, все можно по месту, и все это на высокой скорости. Это впечатляет.
Давай. Давай пока. Второй привет. Денис Кибал. Слева на основании стояла накладка TNRG 05. Не могу сказать, что хуже она играет, нежели 0.9C, например. То есть такого плана гибридного или липучка. Много было попаданий, понравилась дуга полета, понравилось вращение. Хороший блок, хорошая скрутка. То есть как бы все было супер. Мяч нормально летит, как только он касается моей половины, он так и раскрывается, да. Что ты хотел? И заключительный третий привет. В этом видео мы передаем Диме Асееву. Изначально, когда человек поставил после Vigi Pro себе комплект 0.9C плюс TNRG 05, я думал, что он им не заиграет, так как он не для него. Сама деревяха быстрая, плюс эти накладки. Ну, мое мнение было, что этот комплект не для него. Но через какое-то время я увидел, что человек привык, и его результаты реально улучшились. Это видно было как по украинскому рейтингу, так и по самой игре, реально попаданием на стол, первому ходу, перестрелки, проценту вообще попадания в целом.
Мое мнение, основание Овчарова LC однозначно интересное, как для любителя, так и для профессионала. Почему? Потому что эта деревяха является некой индивидуальностью среди большого количества оснований тех же Butterfly и других брендов, так как имеет реально отличающиеся характеристики, имеет некие уникальности. Для любителя, безусловно, нужно искать более контрольный вариант, не с такими же быстрыми накладками, но им можно справиться и хорошо повысить свой уровень игры. Для профессионала это будет просто шикарно. Как для игры у стола, так и во второй-третьей зоне вы найдете себя, если найдете свои накладки на это основание. Поэтому мое мнение, это однозначно то основание, которое стоит подержать как минимум в руках и поиграть ним на счет. Наверное, после этой фразы все новички в мире настольного тенниса взбудоражились и хотят попробовать это основание. Ребят, это основание является ярко выраженно быстрым, поэтому оно явно не для вас. Если вы хотя бы чувствуете, что ваш уровень игры любительский или продвинутый любительский, то однозначно вам стоит его попробовать. Но если вы начинающий игрок, я вам это делать не рекомендую. И вот в очередной раз компания Butterfly, напомню, производство Япония, сделала нам такой уникальный подарок, порадовала нас прекрасным основанием Butterfly Овчаровна Force LC. Пробовать или не пробовать, выбор всегда за вами. Мое мнение вы знаете. У меня все.
Ребят, вот мы закончили с тестом основания Butterfly Дмитрия Овчарова Net Force LC. Сейчас хочу, чтобы Артем рассказал пару своих впечатлений. Он играет этим основанием уже больше месяца. Ранее, как я знаю, ты играл основой T-Mobile LC. Можешь немного сравнить их, рассказать, что и как? Данное основание, оно более контрольное, и при этом у нее больше скорости, чем у T-Mobile LC. Но мне намного комфортнее и приятнее играть, чем тем же T-Mobile. По поводу формы ручки, тут она как бы чуть больше. А скажи, что тебе? Эта форма ручки просто идеально подходит под мой хват. Она очень удобная. Ну, просто... То есть тебе нравится как бы больше, чем T-Mobile? Да, намного приятнее держать ее в руке, чем тот же T-Mobile. По поводу накладок, вот почему ты решил именно вот этот комплект? До этого комплекта я играл двумя Vega Pro, и на этом основании они вообще не сидят. То есть тут как бы вот эти вот накладки они лучше сели, и по твой стиль они больше? Да, намного лучше сели, но из-за этого деревяшка чуть, ну, само спортное основание чуть больше по весу стало. И из-за этого, может быть, не всем это подойдет. То есть основание стало чуть тяжелее, но с этими накладками лично Артему более комфортно играть, поэтому как бы это такой нюанс. Ребят, по поводу моих ощущений хочу сказать, что основание действительно довольно быстрое, мощное. Подойдет она не всем, скажем, любителям, то есть более продвинутым любителям с небыстрыми накладками, которые опять же сядут на это основание. Конечно же, профессионалам и мастерам спорта, которые ценят скорость, вращение, идеальное сочетание веса, баланса, этого всего. То есть это основание вот будет шикарно по этим характеристикам. Поэтому начинающим, непродвинутым любителям я не советую ее брать. Классная деревяха, но нуждается в технике, ее постановке и дальнейшем развитии. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы по поводу этого основания, пишите в комментариях. Рады будем слышать ваши также отзывы. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Олег, Артем и канал Table Tennis Field. Всем удачи!